Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Сегодня я хочу вам рассказать об очень полезных функциях для вашего Samsung. И это те функции, которые люди очень нечасто используют, хотя они являются максимально полезными. Например, всевозможное сканирование QR-кодов, в том числе, когда QR-код у вас представлен на вашем экране. Помните, когда все постили свои QR-коды в телеграм-каналы, но они открывались на вашем телефоне, и вы не знали, как его сосканировать? То есть, грубо говоря, нужен был еще один смартфон. Я вам расскажу, как такие QR-коды можно сканировать. Я вам расскажу о том, каким образом можно оптимизировать систему, чтобы звук в наушниках стал лучше. Расскажу о дополнительных фишках камеры, каким образом можно делать фотографии в профессиональном режиме на абсолютно все ваши камеры, а, например, в Galaxy S22 Ultra их 4, а также расскажу, каким образом можно делать фотографии в формате RAW. Это для тех, кто умеет вытягивать из фотографий все, что можно. Ну и самое главное, в основном все фишки, о которых я буду рассказывать вам, работают практически на всех Samsung. Galaxy S22 Ultra или подешевле Galaxy S22 Plus. Кстати, эта версия на Snapdragon, совсем скоро видео на моем канале, плюс сравнение с обычной версии на Exynos. А может быть у вас недорогой M32. Еще раз скажу, если стоит операционная система One UI 4 или One UI 4.1, большинство из этих фишек будут работать у вас на телефоне. Так что это видео будет очень полезным. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Первая полезная вещь, которую хочу сказать, покупка Samsung, но на Snapdragon. Я знаю, что есть люди, которые прямо очень хотят покупать Samsung на Snapdragon, потому что им кажется, что они лучше, чем Exynos версия. Как я уже сказал, S22 Plus на Snapdragon я совсем скоро сравню с Exynos версией, в том числе и фото и видео. Все сможете посмотреть и сделать выводы сами. Но если вы все-таки хотите купить версию на Snapdragon, я вас отправляю к своим друзьям от компании Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. У них хорошие цены и доставка по всей России. Что означает хорошие цены? Ну вот, например, Galaxy S22 Plus на Snapdragon 8 Gen 1 стоит сейчас у ребят 102 тысячи рублей. Это смартфон, который прилетел из Гонконга. Для сравнения, если открыть сейчас Яндекс.Маркет и посмотреть среднюю цену на этот смартфон, вы увидите 119, 120 и так далее тысяч рублей. Короче, Exynos версия в итоге у нас дороже 1000 на 20. Понятное дело, что Exynos версия вы покупаете раз тест, хотя и не везде, собственно, а тут вы покупаете Snapdragon версию и, по сути, имеете гарантию от магазина. Ну, собственно, дальше вы сами определяете, что вам важнее, одно или другое. Моя задача вам рассказать о такой возможности. Теперь давайте перейдем к следующим фишкам. Мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что нам нужно сканировать QR-коды. Давайте я расскажу, как это максимально просто сделать и что делать, если вдруг ничего не сканируется. Берем QR-код, запускаем камеру, наводим камеру, и у нас отображается вот адрес. Нажать параметры, открыть в браузере или копировать. Открыть в браузере. Телеграм-канал Бурова открывается в браузере и сразу переходит в телегу. Здесь все просто. Бывает, что вы камеру наводите, а по какой-то причине ничего не происходит. Нужно вот что сделать. Загляните в настройки. Здесь у вас обязательно должна стоять вот эта галочка, QR-код. Предполагаю, что у вас и эта галочка стоит, и все равно ничего не запускается. Смотрите следующий способ. Опускаете шторку. И здесь нужно найти кнопочку, которая называется QR-код. Если вдруг этой кнопочки у вас нету, надо нажать плюсик, у вас откроются все доступные кнопки, и здесь она все равно будет. Вы ее здесь находите и перетаскиваете куда вам надо. Перетащили, нажали ОК. Так вот, у нас эта кнопочка QR-код. Смотрите, запускаем ее. У нас появились два варианта. Первый вариант — это мы сканируем QR-код, он распознается, и нас опять отправляет в телеграм-канал. Все очень просто. А есть другая опция. Добавить из галереи. Для чего это нужно? Помните, когда все резко начали уходить на телеграм-канал, то в инстаграме все начали постить свои QR-коды. Но как сосканировать QR-код, если вам для этого нужен еще один телефон? Вот как раз таки для этого и существует эта функция. Опускаете шторку, запускаете QR-код, и здесь у нас есть функция «Выбрать из галереи». Нажимаете. Выбираете, он анализирует, где у нас QR-код. Ага, вот он. И погнали. Открыть в браузере, копировать. Ну, все то же самое. А есть еще такая ситуация. Вы пришли куда-то, и вам нужно расплатиться. Расплатиться через систему платежей от Сбербанка. Тоже тут есть QR-код. Запускаете, наводите. И смотрите, ничего не происходит. Ничего не происходит. Какая-то беда. Ну окей, тогда давайте запустим Сбербанк. В Сбербанке у нас здесь есть значок QR-кода. Нажимаете, разрешить, сканировать. Сканируете и отправляете деньги по этому QR-коду. Здесь также можно загрузить изображение, а не сканировать камерой. Ну, как мы это уже делали. А есть такая штука. Вам нужно вытащить текст из какого-то приложения. Вот, например, приложение, и вам нужно вытащить из него какой-то текст. Причем его так просто не скопировать, вообще никуда не зайти и так далее. Смотрите, у нас есть несколько вариантов. Первый один, который вы можете найти в интернете, выглядит так. Вы открываете боковую панель, у вас здесь есть специальный инструмент по выделениям. Нажимаете прямоугольник, выбираете то, что вам нужно, захватываете вот этот текст, нажимаете «Готово», и внизу нажимаете кнопочку «Т». Но смотрите, какая интересная штука. Видимо, это приложение так работает, что
мы смогли выделить часть текста. Нравится The Schools, смотрите комментарии, но сам текст не выделился по какой-то причине. То есть, видимо, стоит какая-то блокировка. Смотрите, что в этой ситуации нужно делать. Мы просто делаем скриншотик, вот этот, просто делайте скриншотик, нажимаете на него, открываете в галерее, вот у нас это изображение, и проделываем то же самое. Открываем боковую панель, делаем прямоугольник, выбираем то, что нам нужно, нажимаем «Готово», нажимаем «Т», и теперь все, фото с коллегами, радиорекорд, полностью весь текст у нас скопирован. Еще раз скажу, что есть сайты и какие-то приложения, которые блокируют любое копирование текста. Поэтому вы сначала делаете скриншот, а потом извлекаете текст. Ну окей, а что нам нужно сделать, чтобы у нас работала вот эта боковая панель? Она называется Edge Panel. Есть тут много, на самом деле, разных вариантов. Здесь можно и приложения запускать, и контакты запускать. Вещь удобная, если ей регулярно пользоваться. Ее нужно включить. Заходим в настройки, опускаем шторку, настройки. Здесь у нас есть дисплей, опускаемся в самый низ, и у нас есть панель Edge. Нажимаете. И вот как раз таки включение и выключение. Здесь есть разные панели, инструменты, люди, буфер обмена. Вот, выделить и сохранить. Нам нужен вот этот вариант. Выделить и сохранить. Тут еще всякие разные есть погоды и напоминания и так далее, и так далее. Ставьте галочку «Выделить и сохранить». Все, можете пользоваться. Следующая штука тоже касается этой боковой панели. Когда есть что-то, что вам нужно переписать с одного изображения на другое. Пускай это будет номер телефона или еще что-то. Вернемся к этой же картинке. Предположим, тут есть какой-то текст, который нам нужно перенести в другое место. Именно просто переписать. Смотрите, что мы тогда делаем. Боковую панель вызываем и делаем «Закрепить на экране». Нажимаете. Выделяете нужный кусок текста, закрепить на экране. Все, он у нас теперь здесь есть, закрепленный. Далее вы идете туда, куда вам нужно вставить будущий текст. Например, идете, открываете email, нажимаете «Написать» и начинаете кому-то писать email. И отсюда берете, просто вытаскиваете этот текст. Если этот текст вот в таком развернутом виде пока вам немножечко мешает, нажимаете на него и нажимаете вот этот значок «Сохранить». В маленьком квадратике. Вот у нас теперь такой маленький квадратик, вы его куда-нибудь сюда засунули, делаете свои дела, потом раз, опять квадратик раскрываете, выставляете куда надо и дальше возвращаетесь к переписыванию. Следующий момент. Каждый раз, когда я набираю текст свайпом, то есть движением, привет, как твои дела, запятая, у меня все отлично, точка. Всегда люди задают вопрос, а как ты вообще это делаешь? Потому что обычно клавиатура это не поддерживает. Я имею в виду, что эта функция не включена изначально. Ее нужно включить. Заходите в настройки, опускаетесь ниже, и у нас здесь проведение касанием и обратная связь. Вот. Управление, проведение, безотрывный набор. Нажимаете. Все, пользуйтесь. Что нам еще здесь очень важно, это прикосновение к пробелу и удержание для того, чтобы управлять курсором. Если мы вдруг где-то ошиблись, нам, соответственно, нужно вручную переставлять сюда курсор. Иногда бывает, что это неудобно сделать, поэтому проще, вот ты только что написал, обратил внимание, что у тебя в слове «отлично» есть какая-то ошибка, и просто по пробелу переводишь назад, и у тебя происходит перемещение курсора, куда тебе надо. Ты также можешь переместиться наверх, можешь переместиться вниз, куда угодно. У тебя полностью вот эта панель является местом, где ты перемещаешь курсор. Все, дела, все, слово «остановил», «поставил», «добавил», «погнали». Следующий момент. У вас наверняка была ситуация, когда вам нужно отдать телефон кому-то, возможно, товарищу, чтобы он взял, например, вас, сфотографировал, или, возможно, дать вашему ребенку, чтобы он поиграл. И тут есть такая штука, что человек, когда сделал дело, он может потусоваться внутри вашего телефона, зайти в галерею, посмотреть ваши фотографии, пробежаться, что-то посмеяться, такой, о, типа, нифига у тебя фотки и так далее. Короче, эти вещи не очень приятные. Можно сделать так, чтобы вы выбрали какое-то специальное приложение, его запустили, и чтобы человек дальше не мог уйти с этого приложения никуда. То есть, например, вы запустили камеру, дали человеку вас сфотографировать, и он отсюда с этой камеры уйти никуда не может. Смотрите, как это делается. Мы заходим в настройки. Здесь находим биометрию безопасности, опускаемся ниже, другие параметры безопасности, еще ниже, и вот здесь есть прикрепить окна. Нажимаете ее, все, теперь у нас эта функция работает. Что теперь? Запускайте камеру. И перед тем, как дать ее товарищу, делайте вот такой свайп снизу вверх и нажимаете на значок камеры. И вот здесь у нас теперь есть «Прикрепить приложение». Нажимаете его. Здесь есть подсказка. Для отмены прикрепления проведите пальцем вверх и удерживайте его. Окей. То есть теперь человек, по сути, ничего не может сделать. Он никак не может выйти из приложения и что-то придумать. Все, что нужно теперь сделать, это сделать свайп снизу вверх
подержать немножко. У вас происходит разблокировка вашего телефона, и теперь уже все полностью доступно. Еще одна важная вещь, которую обязательно нужно активировать, если у вас есть люди, которым в какой-то момент может потребоваться ваша помощь. Экстренные ситуации. Заходите сюда, если у вас, например, ребенок ходит с Samsung, или, может быть, да вы пускай ходите с Samsung, или у вас мама, бабушка, дедушка, папа. Короче, что такое экстренные контакты? Это те контакты, кому будут отправлены сообщения в экстренные ситуации. Нажимаете, например, здесь плюсик. Все, этого человека добавили. Дальше. Экстренные сообщения. Экстренные сообщения — это некое соцсообщение. То есть мы его выбираем из контактов, кому эти сообщения полетят. Дальше. Нам нужно нажать боковую клавишу питания 3 или, например, 4 раза. И когда мы нажмем 4 раза, то у нас автоматически будет вызываться этот человек, плюс автоматически будет сделана фотография, причем она будет сделана и на фронтальную камеру, и на заднюю камеру. Также у нас будет вложена аудиозапись 5-секундная. И вот вы берете и 4 раза нажимаете кнопку питания. 1, 2, 3, 4. И вот у нас сообщение отправлено. Смотрите, если зайти в раздел сообщения, то у нас как раз таки здесь есть ММС-ка. Посмотрите, внутри которой отправлено голосовое сообщение. Голосовое сообщение. Также местоположение, плюс фотография с этой камеры и фотография с основной камеры. Вы, соответственно, можете ему рассказать, где вы находитесь, что с вами происходит и чем вам можно помочь. Это очень удобная вещь, особенно за счет того, что есть вот такой большой функционал. У многих других компаний есть просто отправка сообщения. Поэтому обязательно настройте вот эту для себя, для своих детей и покажите, как этим пользоваться, и отрепетируйте, как вы этим будете пользоваться. Следующая интересная фишка касается того, когда вы находитесь в наушниках, слушаете музыку, и вам в этот момент кто-то начинает что-то говорить, и вы не слышите. Так вот, здесь в Samsung есть такая специальная настройка, чтобы когда вам кто-то начинает что-то говорить, происходило усиление этого сигнала, и вы все-таки его услышали. Это похоже на прозрачный режим, который есть в наушниках, или Ambient Sound, или еще что-то, но здесь это встроено именно в саму систему. Представляете, как удобно? Вы едете на велике, заслушались музыку, и вам гудит машина, так вы ее не услышите, а так вы ее услышите. Как эта штука работает? Заходите в специальный возможности. Здесь повышение слышимости. Здесь усиление звукового фона. Вот сюда нажимаете. Здесь написано усиление окружающих звуков. Вы будете отчетливо слышать каждый отдельный звук и сможете сфокусироваться на беседе, даже находясь в шумных местах. Для использования подключите наушники. Это работает только с наушниками. Включаете. У вас появляется вот такая кнопка. Ну а дальше вы можете пользоваться этой функцией. Следующая вещь касается удобства отправки, например, фотографий кому-либо. Смотрите. Вы выбираете фотографию. 1, 2, 3, 4. И вам нужно ее кому-то отправить. Смотрите, поделиться. Так вот, что нужно сделать. Вы нажимаете «Еще». У вас открываются вот эти самые приложения. У вас открывается приложение, нажимаете «Редактировать». И вот здесь вы можете наверх перенести те ярлыки, которые должны находиться наверху. WhatsApp взяли, перенесли наверх, прямо вот сюда. Также сюда перекинули, пускай будет Lightroom. Взяли, перекинули Lightroom сюда. Окей? И, например, вы отправляете еще сообщение во ВКонтакте. Тоже. Добавили. Все. Сохранили всю эту историю. И теперь у нас вот здесь вот наверху в первую очередь появляется WhatsApp, Lightroom и ВКонтакте. Это очень удобно, когда вы регулярно что-то куда-то отправляете. Следующая фишка касается камер. Смотрите, у нас прокачался профессиональный режим в смартфоне. То есть вы нажимаете Pro, и у нас сейчас есть возможность фотографировать на все камеры в Pro-режиме. То есть вы сами будете выставлять все параметры. Грубо говоря, это практически как настоящая камера. Хотите взять ультраширик? Пожалуйста. Обычный широкоугольный модуль? Пожалуйста. Телевичок, который увеличит в 3 раза. Ну, так у меня Galaxy S22 Ultra, соответственно, у меня есть этот телевичок. Если у вас, например, будет Galaxy S21 или еще что-то, у вас будут другие камеры. И еще есть камера 10-кратное увеличение. Она тоже сейчас включена. Если у вас вот тут нету внизу режима Pro, все очень просто. Доходите вот сюда до режима еще. И здесь находите ваш Pro, например, вот портретное видео, зажимаете его и переносите вниз. Все, дальше сохранить. Все, у вас теперь есть нужный вам режим внизу. Но есть еще одна прикольная штука. У Samsung есть специальная программа, которая называется Expert RAW. Эта программа нужна для того, чтобы вы могли все ваши фотографии делать в RAW формате. Это профессиональный формат, если вы имеете отношение к редактированию фотографий, понимаете, о чем идет речь. Это приложение скачивается из Galaxy Store. То есть это не обычный магазин Google Play, а это специальный самсунговский магазин. Где он находится? Заходите во все приложения, Samsung, и вот тут наверху пишите Galaxy Store. Можете просто написать слово Store. Вот у нас вылезает Galaxy Store. Нажимаете, дальше нажимаете поиск и пишите Expert. Вот он вылезает, Expert
Super RAW. Запускаете, заходите и устанавливаете его. Дальше открываете это приложение. Оно очень похоже на то же самое приложение, которым мы только что пользовались, но только оно фотографирует в RAW формате. Соответственно, у вас есть возможность пользоваться этим и докручивать фотографии, если вы это делать умеете. Заходите в настройки, вот, высокоэффективный RAW формат, выставляете, все, теперь у вас все это дело работает. Очень полезная вещь, если вы какое-то имеете отношение к профессиональной фотографии. Следующая фишка касается скандала, который был связан с производительностью Galaxy S22 Ultra, а именно в том, что Game Booster, Game Launcher, который установлен здесь, он наоборот не занимался улучшением, а наоборот немножко сокращал возможности процессора, делал так, чтобы смартфон лишний раз не перегревался, но при этом занижал частоты, а соответственно не было возможности вытянуть из него все возможные функции по мощности. И был скандал, и компанию призвали все-таки это модернизировать. Момент, Samsung извинились и сказали: хорошо, мы это сделали. И в следующем обновлении эта вещь была пофиксена, но ее нужно включать отдельно. Как это делается? Смотрите, для этого вам нужно запустить Game Launcher. Заходите в поиск, пишите Game, у вас открывается Game Launcher. Отлично. Дальше нажимаете еще, здесь заходите в Game Booster, и вот здесь опускаетесь ниже, оптимизация игр, ее можно включить в Labs. Нажимаете Labs, и вот здесь у нас дополнительная система управления производительностью в играх. Вот когда вы ее нажимаете, у вас раскрываются все возможности вашего смартфона. Да, он может быть тротлит, он может быть станет очень горячим, но при этом будет выдавать максимальную возможную мощность. Тут написано: при использовании компоненты могут нагреваться сильнее. Все, это все, что нам нужно. Теперь запускайте свои игры, играйте на максимальных возможностях. Ну и последняя полезная фишка — это подписаться на наш телеграм-канал Честный Блог, в котором я регулярно пощу все новости. Также у нас есть замечательный автор Николай, который делает подробные, очень большие технические разборы. Это всегда интересно. Здесь есть все новости касательно новых видео. Я также планирую сюда постить интересные, хорошие ссылки на полезные телефоны, которые прямо сейчас можно приобретать по классным ценам. В общем, здесь нужно бывать. Также у нас есть Честный блог-чат, где мы помогаем вам установить Google камеры на ваши смартфоны. Я ссылки на все чаты оставляю внизу, переходите, посмотрите. Самое главное, что если у вас есть смартфон, вы хотите на него накатить Google камеру, то заходите сюда, пишите решеточка Gcam, отправляете такое сообщение, и вылетает менюшка, где показаны все смартфоны, которые мы уже протестировали на данный момент, на которые вы можете скачать Google камеру. Например, у вас Poco X3 Pro. Нажимаете сюда, переходите на конкретное сообщение. Вот это сообщение. Здесь есть инструкция, вам нужно скачать само приложение, а также потом пользоваться инструкцией. Скачивайте камеру, сохраняйте конфиг, здесь все написано. Надо чуть-чуть подзаморочиться, но зато вы будете получать фотографии лучшего качества. Вот сам конфиг файл. Рекомендую этим пользоваться, дабы получать большее или максимальное удовольствие от вашего телефона. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми я пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте. Всем счастливо и пока.